Мы должны рассматривать сегодня иранскую проблему в ракурсе формирующейся мощнейшей угрозы нашей безопасности. Мощнейшей. Это должно быть главным. Вот. Действительно так. Это вот мы, военные аналитики, приходим к тому, что это угроза. Удар по Ирану это и против Китая, против Европы, но основной удар будет по нам. Давайте представим, что произойдет, если война и тем более вторжение будет. Что будет представлять вот этот проамериканский режим Ирана и военное присутствие там натовцев, американцев, кого угодно. Это вот под этим ракурсом. Мы должны понимать, что идет подготовка к вооруженной мощной агрессии с применением ядерного оружия. Ведь если втянутся, Израиль там первым нанесет, Штаты втянутся и не достигнут результата, вот первого военного успеха, то есть военного поражения Ирана, и американцы, и особенно господин Нетаньяху и другие официальные лица уже готовят общественное мнение к применению ядерного оружия. Вот о чем идет речь. Что же может сделать Россия? Вот с одной стороны ее региональные попытки, и второе, надо четко подчеркивать и придавать общественному интересу роль МАГАТЭ, которая сегодня, к сожалению, очень негативна по отношению к Ирану. Ведь если говорить о том, что было до этого, даже Аль-Барадей, который был проамериканский, в общем, так сказать, председатель, при этом был доклад, где было черным по белому изложено, что Иран выполняет все позиции по режиму ДНЯО, действию ДНЯО. Да? И, по сути говоря, все, что он сегодня делает в атомной сфере, не нарушает никаких международных договоров. Что же произошло дальше? Значит, назначение Омана, а потом рассекречивание вот этих викиликсских депеш, которые были направлены из ООН США по тому, как назначался Омана. Они же не опровергнуты. Омана не хотели назначать вот роль Аргентины там. И Омана тогда заверял в том, что он будет, в отличие от Аль-Барадея, проводить совсем другую политику. Он уволит ряд неугодных политиков, которые находятся в этой комиссии МАГАТЭ. Что, по сути говоря, потом и произошло. Поэтому сегодня фактически МАГАТЭ, выдвигая ряд дополнительных требований к Ирану, которые выходят за рамки отведенных ему ООН. И вот здесь Россия должна четче артикулировать эти вещи, проявлять их. Проблема при всей ее кажущейся простоте, которую можно, конечно, охарактеризовать словами противостояние или вызов Ирана Западу или, с другой стороны, так сказать, попытки Запада Иран каким-то образом вынудить к отступлению и к тому, чтобы, как говорится, сложить лапки и согласиться с теми условиями, которые ему пытаются диктовать, это, наверное, немножко все-таки было бы просто. Дело в том, что в дипломатии и в наших усилиях, в дипломатических усилиях, мы стараемся все-таки действительно исходить из национальных интересов и учитывать целый ряд превходящих факторов. Мы не можем, например, говорить о санкциях односторонних и об игнорировании их, хотя бы потому, по одной совершенно простой причине, что те же односторонние санкции уже нас касаются непосредственно. И невыполнение, допустим, каких-то условий ставит под угрозу интересы наших крупных компаний, нашего бизнеса, нашей экономики. Да, надо признать, реалии существуют, и они таковы, которые нам приходится, так сказать, где-то в определенном смысле допускать какие-то шаги, позволяющие уклоняться от тех угроз, которые возникали бы в случае такого прямолинейного реагирования, которое, конечно, иногда в эмоциональном плане хотелось бы видеть, тем более Россия совершенно естественно и законно позиционирует себя как мировая держава, и ее голос, к счастью, слышен сейчас все сильнее, все ощутимее. Вот. Но здесь мы должны использовать все методы. И дипломатический путь, и та же шестерка, при всей, так сказать, малой эффективности работы, до сих пор проделанной в ее формате, остается одним из инструментов, который позволяет нам в значительной степени ослаблять и
напряженность, возникшую в связи с Ираном по разным причинам, в том числе и по тем абсолютно, которые в такой абсолютно открытой форме, как бы, сформулировали наши уважаемые военные, и понять можно. Но согласитесь, МАГАТЭ, допустим, Совет управляющих МАГАТЭ, да, там тоже приходится преодолевать очень серьезное такое нежелание просто откровенное смотреть реально на факты представителей целого ряда стран. Но надо признать, что это большинство стран. Большинство стран, которые так или иначе исходят из того, что Иран действительно не до конца открыт, не до конца откровенен, не всегда, так сказать, ведет себя, скажем так, как партнер, заинтересованный в решении этой проблемы. Да, Иран четко формулирует свои права, законные права, которые, в общем-то, мы поддерживаем. И, кстати, одним из показателей того, что наша поддержка этой позиции дает результат, это то, что если несколько лет назад западники вообще не хотели слышать о ядерной программе и о правах Ирана на мирный атом, сейчас это признается уже как совершенно априорно. Дальше. Совет управляющих хотел принять резолюцию под влиянием западников. Вы знаете, что на сессии МАГАТЭ, которая Совета управляющих, мы, в общем-то, смогли это дело завернуть, потому что у нас наметился процесс переговоров. И переговоры в шестерке, которые действительно намечены на ближайшую неделю, могут, по крайней мере, начать процесс, ну, скажем так, выруливания на какое-то понимание того, какими путями можно было бы снять эту проблему. Естественно, тут вопрос об искренности сторон, прежде всего западной стороны, насколько они искренны в том, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Я, конечно, могу тоже процитировать заявление Клинтон, да, буквально тоже 2 дня назад. США приветствует заявление иранского руководства о том, что ядерное оружие противоречит исламу, и поэтому Тегеран не разрабатывает его. Заявил на брифинге в Стамбуле, несколько раньше, госсекретарь Клинтон. Если иранцы действительно привержены этому мнению, о котором было сообщено премьеру и главе МИД Турции, то они должны проявить открытость и убедить международное сообщество в том, что это не абстрактная позиция, а государственная политика. Она отметила, что США, конечно, открыты для того, чтобы доверять такой позиции Ирана, но в то же время они хотели бы видеть конкретные действия, доказывающие такую позицию. Есть нестыковки, есть просто недопонимание порой друг друга. Даже та же миссия Накарца, которая состоялась, это инспекционная поездка заместителя гендиректора МАГАТЭ, там были моменты, ну скажем так, просто элементарных нестыковок и недоразумений. Может быть, какие-то элементы и нежелания той или иной стороны где-то довести как-то процесс этой инспекции до какого-то результата практического. Но, тем не менее, двери не закрыты. Пути к восстановлению, по крайней мере, нормальной более или менее ситуации вокруг Ирана существуют. Вы видите, что даже в отношении Сирии, когда казалось, что уже все идет только лишь к какому-то вооруженному конфликту и сценарию совершенно, так сказать, катастрофичному, в конце концов, пока что удается выруливать на какие-то договоренности, на понимание того, что можно разрядить эту ситуацию средствами не военными. В конце концов, я убежден, что Запад при всей, так сказать, неготовности, может быть, воспринять идею отказа Ирана от ядерного оружия, о чем действительно неоднократно, это не только сейчас сказали турецкому руководству иранцы, что они не намерены ядерным оружием обладать. Эти заявления делаются уже много-много лет. О том, что это противоречит исламу, о том, что это разорительно для нас и абсолютно не нужно, потому что тот же Ахмадинежад не раз говорил, что мы не можем его задействовать. И скажите, даже высказал такую фразу недавно, что помогло ли ядерное оружие Советскому Союзу уцелеть? Он развалился, имея ядерное оружие. Но эти доводы, конечно, многие не хотят слышать, я тут согласен. Но, с другой стороны, я не исключаю, что все-таки в конечном итоге мы сможем нашими, так сказать, усилиями, и роль у нас отнюдь не арьергардная в шестерке, между прочим. Если бы у нас была арьергардная роль, то шестерка бы просто уже давным-давно приказала долго жить.
Я не утверждаю о том, что она эффективна и что она имеет великое будущее, но на данном этапе она может сыграть ключевое решение в том, чтобы затормозить вот это сползание к какому-то конфликту, которое может привести действительно к катастрофическим последствиям на Ближнем Востоке. Что можно предложить Ирану? Это очень серьезный вопрос. Мне кажется, что мы здесь могли бы выступить инициаторами какой-то программы. Потому что значит «откажитесь»? А вы отказались от оккупации Ирака? Вы отказываетесь от поддержки вооруженной оппозиции в Сирии? Вы отказались от военно-воздушной кампании по уничтожению войск Каддафи и по бомбардировкам Триполи? От чего отказываются Соединенные Штаты? На мой взгляд, ни от чего они не отказываются. Они отказываются только, когда они вынуждены отказываться. Значит, Соединенные Штаты это что? Так сказать, единственный мировой судья, который должен всем диктовать свои условия, а все должны ему подыгрывать, этому мировому судье? Или это страна, которая тоже на себя должна брать обязательства определенные? Или мы будем исходить из логики Нормана Подгорица, одного из ведущих американских неоконсерваторов, который как-то сказал, что я каждое утро просыпаюсь и молю Господа Бога, чтобы мы начали бомбить Иран. Иногда кажется, что, хотя нас убеждают в том, что Обама это не Буш, но иногда создается ощущение, что в конечном счете Буш. То есть да, есть некоторая разница, она видна, конечно, но в конечном счете получается, что мы приходим к тому же самому. И вот здесь, как мне представляется, надо продумать, на чем могла бы быть основана хотя бы договоренность с Ираном, на каких основах. Потому что просто откажитесь, этого недостаточно, как мне кажется. Для США очень важен исламский фактор обладания ядерным оружием. Очень важен. Даже к Северной Корее они отнеслись очень сдержанно с вероятным обладанием ее ядерным оружием. И если вспомнить недавние уроки истории по Ливии, то Каддафи был в нескольких шагах от обладания этим ядерным оружием. Шел он по пути очень простому. Он у другого исламского государства, у Пакистана, решил купить эти ядерные технологии. И купил часть этих ядерных технологий. Значит, был там этот родоначальник ядерного создания ядерного оружия, пойман при этом пакистанский. Значит, потом эту историю замяли, как только Каддафи отказался от обладания этим ядерным оружием и объявил об этом публично. К чему это привело дальше и к чему приводят эти войны, которые сегодня гремят на Арабском Востоке, Ближнем Востоке? Действительно, это подтверждает тезис о том, что страны видят гарантии безопасности лишь в обладании этим ядерным оружием. Начинать, конечно, нужно с чего? Вот с того, чтобы постепенно снимать санкции с Ирана и одновременно, так сказать, добиваться от него более открытой позиции, значит, вот по своей ядерной программе. Второе. Иран действительно, это развивающаяся страна с большим потенциалом, она идет, так сказать, вот, к тому, чтобы обладать технологиями современными во многих сферах. Вот какие-то подвижки в этом направлении можно было тоже делать, вот, оказывать ей в этом деле, так сказать, вот, какую-то помощь, биотехнологии, там, авиационные, транспортные и все прочее. Вот такой путь возможен.